Рада всех приветствовать! Сегодня будем готовить куриную голень в тесте. Голень пойдет абсолютно сырая, не обжаривать, не отваривать я ее предварительно не буду. Тесто буду использовать дрожжевое. Обычно замешиваем тесто и пока оно подходит, занимаемся начинкой. Сегодня начнем с начинки. Голень в количестве 10 штук, весом получилось это 1 килограмм. Замачиваю в холодной воде, воды литр, ну может быть 1,5, в которой растворила столовую ложку соли с горкой. Пока мы замешиваем тесто, пока оно подходит, мясо как следует пропитается этой жидкостью соленой и будет впоследствии сочным и нежным. Для аромата добавляю сюда лук и чеснок. Дальше они использоваться не будут, так и останутся в этой воде. Маринад можно использовать абсолютно любой. Например, соевый соус с чесноком, либо положить сюда дольку лимона, имбирь можно использовать. Я же решила положить пару лавровых листиков, небольшую веточку розмарина и несколько веточек петрушки. Тесто я сегодня буду ставить на сыворотке. Я ее специально не покупала. Она у меня осталась после приготовления сыра. Можно также использовать воду, молоко, простоквашу, кефир или сочетание этих продуктов в любых пропорциях. Поставила сыворотку на 30 секунд в микроволновую печь, чтобы она была тепленькой. Добавляю пачку дрожжей, рассчитанную на 1 килограмм муки. Всего в этой пачечке получилось 3 чайных ложки дрожжей. Муки у нас пойдет не килограмм, меньше, но обычно на 500 мл жидкости так и добавляю целую пачку. Сюда же отправляю 2 столовых ложки сахара и 1 чайную ложечку соли. Точное количество муки я никогда заранее не знаю, потому что делаю тесто на глаз. И сегодня муку буду отмерять стаканами, стакан 250 мл, чтобы сказать вам точное количество. Всю сразу муку никогда не добавляем, вводим ее постепенно до достижения нужной консистенции. Кроме измерения в стаканах, скажу вам еще вес муки, который сегодня у меня уйдет в тесто. Но даже если вы будете полностью грамм в грамм все соблюдать, то результат все равно может быть другим. Потому что мука всегда разная, зависит не только от производителя, зависит еще от ее влажности, от температуры хранения, от жидкости, которую вы будете использовать, и от многого другого. Я добавила 4 полных стакана, консистенция меня почти устраивает, поэтому теперь уже буду добавлять постепенно. От 5-го стакана взяла только половину. Добавляю примерно 1-2 столовых ложки растительного масла и дальше уже буду вымешивать руками. Вот таким очень липким и мягким получается тесто. При желании этим можно ограничиться, поставить его на расстойку, но можно подмесить его еще на поверхности, присыпанной мукой, для более лучшего смешивания ингредиентов, для более их равномерного распределения. Муки я больше не добавляла, только подсыпала немножко на стол из той же половины стакана, которая у нас осталась. Тесто так и должно быть липким, вот таким очень мягким, плотным его не делаю. Растаиваться тесто будет у меня при комнатной температуре, уйдет на это не менее часа, может уйти даже больше времени. Вообще, чем теплее, тем быстрее тесто поднимется. Мука еще осталась, так что в общей сложности на все у меня ушло не более 5 стаканов. Пока тесто поднимается, приглашаю вас немножко прогуляться по моему саду, огороду. У нас еще почти лето. Кому это не интересно,
перемотайте на 5 минут вперед.
Ну вот, пока мы с вами гуляли, и я наслаждалась последними теплыми денечками. День очень солнечный, тихий. Тесто уже хорошо поднялось. Времени прошло примерно часа полтора, может быть даже чуть больше. Чуть-чуть его обминаю, пусть еще немножко меня подождет. При желании рассол можно процедить, лук и чеснок использовать в начинке. Я же нашла ему другое применение. Приготовлю в нем свинину, мясо быстрого приготовления. И вкратце тоже об этом покажу. Тесто очень активное, даже за такой небольшой промежуток времени успело опять хорошо подняться. Тесто еще раз немножко обминаю. Вымешивать его не нужно, чуть-чуть, несколько движений. Делю сначала на 2 части и затем каждую часть еще на 5 частей по количеству ножек. Их у меня 10 штук. Решила от каждого кусочка отщипнуть понемножку, чтобы сделать потом украшение для ножек в виде цветочков или листочков. Я уже готовила подобное блюдо, только ножки предварительно обжаривала и заворачивала их в слоеное тесто вот таким образом. Кончик оставался наружу. Но сегодня совсем другой вариант. Ножка сырая, и она должна успеть полностью приготовиться. Поэтому готовиться будет долго, и оставлять ее снаружи нет смысла. Она высохнет, потемнеет и будет выглядеть не очень-то привлекательно.
Обязательно перед выпечкой даю пирожкам расстояться минут 20-30. В дополнение к листочку решила добавить украшение из черного перца. Правда, не знаю, будет ли он держаться на пирожках. Отправляю в разогретую духовку. Сначала температура 170 градусов, но это только на первые 10 минут. Затем убавляю ее до 150 и на все время выпечки выше не поднимаю. Готовиться будет долго, час, а то и полтора. Пока пекутся пирожки, как и обещала, покажу, что я делаю с мясом. Небольшие кусочки, ну примерно 8 на 8 сантиметров. Отправляю в рассол. Это у меня грудинка, пузанина. И на медленном огне довожу до кипения. Кипячу буквально 1-2, ну может быть 3 минутки и выключаю. Затем оставляю в этом же рассоле под крышкой до полного остывания. Пеклись пирожки долго. Держала их в духовке 1,5 часа. Все время при температуре 150 градусов. Поэтому корочка закалилась. Чтобы она вновь стала мягенькой, дала пирожкам отпыхнуть под 2 полотенчиками. Вот такие они мягенькие получились, блестящие и румяные. Перчинки все время норовят убежать, а очень жаль. Они такие вкусные и очень хорошо сочетаются с куриной ножкой, которая приготовилась очень хорошо. Мясо отделяется полностью от косточек, и не только мясо, и даже хрящики. Поэтому смело можно готовить даже чуть-чуть поменьше. Ну, например, час 20 или час 15. Курица приготовилась, безусловно, абсолютно и стопроцентно. Поэтому можете за это даже не переживать. Духовка у меня электрическая, ставила режим вверх-вниз без конвекции. Но вкусной получилась не только курочка, но и корочка. Она пропиталась мясным соком и получилась такая вкусная, как в чебуреках или в бельшах, например, когда она пропитывается соком от мяса. На этом у меня на сегодня все. Блюдо получилось не только очень вкусным, но еще и очень сытным. Один пирожок практически целый обед для одного человека. Вот и представьте, сколько людей можно накормить целым противнем таких пирожков. Хотела уже поставить точку и распрощаться с вами, показав, как можно подать пирожок с зеленью внутри, но вспомнила, что у нас еще мясо. Так что, кому интересно, смотрите дальше. Чуть было не попрощалась с вами, не показав про мясо. После полного остывания перекладываю его в контейнер и убираю в холодильник, как правило, до следующего дня. Оно остывает, уплотняется. Кстати, мясо успевает полностью приготовиться, проверено не раз, потому что готовится оно не только во время 3-минутного кипения, оно готовится и во время нагревания бульона, рассола, и во время остывания в этом рассоле. Все это время оно продолжает вариться. И кусочки к тому же небольшие. Но при такой короткой варке сало не становится рыхлым, оно получается плотненьким, как в обычных мясных деликатесах, которые вы покупаете в магазине. И поэтому использовать можно такое мясо
абсолютно везде, где вы используете колбасу. Колбасу, кстати, я уже давным-давно не покупаю. И для салатов, и для бутербродов, и для яичниц, и для пиццы я использую именно мясо, приготовленное таким образом. Оно хорошо в себя впитало и соль, и ароматы всех этих специй. Получается очень даже неплохо. Попробуйте, возможно, понравится и вам. На этом у меня теперь точно все. Всем всего наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале. Пока!